В последнее время слово «оттепель» стало чуть ли не ругательным. Так с ядовитой иронией сейчас говорят о любом намеке, что государственные челюсти ослабили хватку. Ну, например, Роскомнадзор меняет протоколы, у кого-то вдруг на несколько часов открывается YouTube без VPN, и все. Оттепель! В том смысле, что нечего губу раскатывать и в Деда Мороза верить. Но та самая каноническая оттепель однажды действительно случалась в истории нашей страны. Тогда советские власти после смерти Сталина, не меняя сам режим, резко сменили его репрессивность, признали некоторые ошибки прошлого, увеличили пределы дозволенного и в общественной жизни, и в культуре. Сегодня обсудим, почему та оттепель была практически неизбежной, а также почему при всех отличиях путинского режима от сталинского логика политических процессов после ухода диктатора может оказаться похожей. Только перед тем, как начнем, напомню. По ссылке в описании вы найдете способы, как обойти блокировки. Среди них спонсор рубрики Liberty VPN, которые дают месяц использования бесплатно, и карту привязывать тоже не надо. То, что поздний сталинский режим не переживет своего создателя, становится ясно вскоре после 1 марта 1953 года. Когда Иосифа Сталина, подозрительно долго не покидавшего свои покои на ближней даче в Кунцево, охранники обнаруживают лежащим на полу в беспомощном состоянии после инсульта. К этому времени ближний круг наиболее доверенных соратников диктатора предельно сузился. В него входят Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Николай Булганин, Никита Хрущев. Все они давние функционеры режима, соучастники и даже организаторы его преступлений. Вероятно, именно поэтому они сразу понимают, дальше так жить нельзя. Каждый из участников ближнего круга на начало 1953 года не чувствовал себя в полной безопасности. Над каждым висит колпак спецслужб. Они не доверяют друг другу, но им приходится заключить пакт о сотрудничестве. Берия поначалу не позволяет вызывать врачей и говорит, что вождю надо просто поспать немного. Затем врачей все же приглашают, и те констатируют, пациент фактически безнадежен. 4 марта 1953-го населению объявляют о тяжелой болезни вождя. 5 марта, когда Сталин еще жив, созывается совместная сессия ЦК, Совмина и Верховного Совета СССР. Георгий Маленков объявляет чиновникам новые правила игры, о которых договорились наиболее влиятельные деятели. Сталин, мол, тяжело болен, его следует немедленно освободить от всех постов. Новым главой правительства становится Маленков с его заместителями Берией, Молотовым и Булганиным. Хрущев сосредотачивается на руководстве партии. Берия встает во главе МВД, суперведомства, объединявшего правоохранительные структуры и органы безопасности. Сталин умирает вечером того же дня. Говорит Москва. После тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. На торжественных похоронах новые члены коллективного руководства обозначают свои программы. Берия на трибуне Мавзолея обещает рабочим, колхозникам и интеллигенции, что те могут быть спокойны, зная, что советское правительство будет заботливо и неустанно охранять их права, записанные в Сталинской конституции. Кстати, Сталинская конституция 1936 года считалась самой демократической в мире. Советским гражданам гарантировалась свобода слова, печати, собраний и уличных шествий, причем строго по тексту. Также Конституция гарантировала неприкосновенность личности, жилища и тайну переписки. После окончания траурного митинга Анастас Микоян, судя по его воспоминаниям, подходит к Берии и говорит, что заявление о защите прав личностей советских граждан в целом пустая декларация в устах кого угодно, но только не министра внутренних дел. Это программа действий. Ты должен будешь выполнять ее. И Берия подтвердил, что выполнит ее обязательно. И это, между прочим, один из кумиров наших неосталинистов, олицетворение власти спецслужб и безжалостного менеджмента. Но весной 1953-го именно Берия закладывает фундамент грядущей оттепели. Берия не просто объявил о стремлении соблюдать конституционные права граждан, но действительно начал над этим работать. Органы госбезопасности получают строгие указания не применять к арестованным пытки. Более того, они должны предоставить в центральное руководство МВД отчет о ликвидации всех использовавшихся для этого орудий, инструментов и помещений. Объявляется знаменитая Бериевская амнистия, по которой из лагерей выходят осужденные на срок до 5 лет. Сам Берия предлагает распространить ее и на осужденных внесудебно тройками НКВД.
но не получает поддержки. Однако из лагерей все же выходит почти половина заключенных, 973 тысячи из примерно 2 миллионов. Конечно, у историков встречаются и другие цифры, но пропорция понятна. При этом само управление лагерей, то есть ГУЛАГ, Берия передал Министерству юстиции, а входившие в его состав производственные предприятия передал другим профильным министерствам. В течение нескольких месяцев до своего ареста Берия буквально бомбардировал ЦК записками с широкой программой реформ в экономической, политической и социальной сфере. Неизвестно, кто готовил эти записки, и вполне возможно, что они были написаны еще до смерти Сталина. По крайней мере, скорость их появления позволяет что-то такое предположить. С первых дней после смерти Сталина новые вожди решают: с культом личности пора заканчивать. Оставаться в тени покойника они не желают. На следующий день после похорон Сталина Маленков говорит об этом на совещании с участием идеологических секретарей ЦК и редактора «Правды». Формально то совещание посвящено разбору номера газеты о похоронах. И Маленков, придравшись к тому, что одних руководителей упомянули, а других нет, говорит вот что. В прошлом у нас были крупные ненормальности. Многое шло по линии культа личности. И сейчас надо сразу поправить тенденцию. Имя Сталина не произносится, но выводы сделаны. С 20 марта оно больше не встречается в заголовках статей. С конца мая и в течение всего июня 1953-го «Правда» ссылается на Сталина всего один раз. Показательна в этом отношении судьба актера Михаила Геловани. Он, по большому счету, актер одной роли. Постоянный исполнитель Сталина в фильмах и спектаклях. С лета 1953-го он перестает получать какие-либо приглашения в кино. Теряет работу, хочет устроиться в штат театра, обивает пороги кабинетов Министерства культуры. Чиновники обещают содействие, но ничего не получается. Из Главного управления кинематографии приходит следующий ответ. В репертуаре театра нет ни одной подходящей роли, в которой можно было бы занять товарища Геловани, ровно как и в запускаемых фильмах. Уже в 1953 году культурное ведомство понимало, Сталина из культурного пространства пора убирать. Сейчас прервемся на важное некоммерческое объявление от Медиазоны. Посмотрите, пожалуйста, и быстро продолжим. Издание «Медиазона», очень важное издание, сейчас просит о помощи. Текущих пожертвований не хватает, чтобы поддерживать работу редакции на прежнем уровне. Как отключили визу и MasterCard в России, с тех пор число пожертвований упало больше, чем в 2 раза, и так и не вернулось к прежнему уровню. При этом издание это независимое и очень важное. Существует «Медиазона» уже более 11 лет, и практически все это время власти вставляли ей палки в колеса. То в Чечне на них нападают вооруженные люди, когда они ехали брать интервью у жертв пыток. То блокируют. Издание хотели заблокировать еще в 2018-м, в итоге заблокировали в 2021-м. Все это время «Медиазона» выпускает качественные статьи и расследования. Продолжает и сейчас. Журналисты «Медиазоны» ведут подсчет погибших в Украине российских военных. Они также оценили реальный масштаб мобилизации, выявили беспрецедентный рост дел о самовольном оставлении части и, конечно же, очень внимательно следят за политическими репрессиями в России. «Медиазона» – важный первоисточник для многих новостей о судах, политзеках, репрессиях и судьбе украинских пленных. «Медиазона» регулярно цитирует, в том числе такие издания, как New York Times, Economist, Wall Street Journal и другие. Чтобы сохранить «Медиазону», оформите регулярные пожертвования. В прошлый раз, когда они проводили подобную кампанию сбора, и мы тоже, конечно, ее поддерживали, им тогда удалось собрать 5000 подписок. Они смогли остановить увольнение и вернуть зарплату главреду. Теперь задача добиться 7500 подписок, чтобы издание могло продолжать свою работу в 2026 году и планировать свои затраты. Идеально, если вы сможете оформить пожертвование с иностранной карты, но и с российской карты можно. Делать пожертвования иностранным агентам пока не запрещено. Ссылка в описании. Поддержите «Медиазону». Продолжим. Никто из руководства не собирается бороться за звание главного продолжателя дела Сталина. Во-первых, никто из них не имеет сопоставимого веса в глазах людей и аппарата партии. Во-вторых, представители руководства прекрасно понимали, что бывает с теми, кто проигрывает в такой гонке за звание вождя и учителя. И решили гонку эту не устраивать. А раз нового вождя и учителя нет, то и про старого вспоминать не надо. Статуи его по-прежнему стояли. Все названное его именем пока не переименовывалось. Просто из информационного пространства покойника понемногу вытесняли.
Продолжателей дела Сталина не нашлось и по другой причине. Каждый из его соратников собирается начать свое. Как Берия, так и Маленков, ставший во главе правительства. Чтобы он мог стать действительно самостоятельным, должно было произойти важное событие – свержение и ликвидация Лаврентия Берии. Его арест происходит 26 июня. Это целая силовая операция, проведенная с участием генералитета, арестовывал его прямо маршал Жуков. Также в этом участвовали представители нового партийного руководства и исполнительной власти. Разумеется, говорить о каком-то законном акте здесь не приходится. Это была расправа над соперником в борьбе за власть. Сейчас более-менее общепризнано, что Берия готовил план экономических и политических реформ, которые позволили бы уйти от коммунистических догм. В его планах было и расформирование колхозов, и появление частной собственности. Одновременно он собирался провести то самое восстановление социалистической законности, расформирование ГУЛАГа. Опираться в этих реформистских начинаниях он хотел на возглавляемое им суперминистерство внутренних дел, которое держало под контролем и ситуацию в стране, и частично ее правителей. Что, конечно, правителям не нравилось. Желал ли Берия соблюдения социалистической законности или нет, не суть. Важно для конкретных руководителей Хрущева, Маленкова и Булганина, что он все контролировал. Они решили действовать на опережение. Берию арестовали, и его расстреляют через несколько месяцев. В сообщениях об аресте и о расстреле на Берию возложат ответственность за нарушение той самой законности в эпоху правления Сталина. Таким образом, появился предварительный ответ на вопрос, кто виноват. Правоохранители и госбезопасность оказываются обезглавлены. Доверенные Берии кадры арестованы и расстреляны. Ну или получают громадные сроки. И такое частичное расформирование спецслужб проводится не для того, чтобы восстановить их затем во всей силе и славе. На первое место среди соратников Сталина выходит глава правительства Георгий Маленков. Перед Маленковым встает конкретная задача. Ему нужно удержать стабильность режима. Опираться на спецслужбы он не может. Прошлый опыт учли и их возможности сознательно ограничили. Из состава прежнего МВД выводят госбезопасность, создав КГБ – Комитет государственной безопасности при Совете министров, с ограниченными правами и под строгим контролем как ЦК, так и прокуратуры. В 1954-м будет установлен полноценный прокурорский контроль за деятельностью следствия, в том виде, в котором это вообще возможно в тоталитарном режиме. Прокурорам поставят задачу пристально следить за соблюдением положенных процедур ведения следствия. О том, куда заносит следователей несоблюдение процедур, каждый из правителей, да и вообще многие члены аппарата, знают не понаслышке. В такой ситуации невозможно исключительно давить на население. Значит, пришло время заняться решением экономических и социальных проблем. Например, как-то улучшить положение колхозников, которых довели до ручки тяжелыми налогами на приусадебное хозяйство и мизерными закупочными ценами на продукцию. Или расселить бараки и подвалы, где проживает большая часть жителей городов. Деньги при этом всем расходовались на мегапроекты, многие из которых реализовывались принудительным и неэффективным трудом заключенных. Каждый из высоких чиновников об этом знал и при Сталине, просто говорить о необходимости что-то серьезно менять опасался. Но как только мумия Сталина временно упокоилась в мавзолее, все поняли, пора, наконец, делать то, что давным-давно понятно и о чем принципиально никто не спорит. Такие реформы в общих интересах. Уже в 1953-м консервируется часть великих строек коммунизма – Туркменский канал, железная дорога Салехард-Игарка и некоторые другие позднесталинские мегапроекты, отвлекавшие колоссальные ресурсы. Резко снижается денежный налог на индивидуальные хозяйства колхозников и нормы продовольственного налога. Крестьянам дают вздохнуть. Рефреном эпохи становится фраза «Пришел Маленков, поели блинков». Одновременно ставится вопрос о массовом строительстве жилья. На его решение собираются направить сэкономленные на мегастройках деньги. При Маленкове также быстро решаются и некоторые международные конфликты. СССР снимает территориальные претензии к Турции, которые выдвинул после войны. Заключается перемирие в Корее. Маленков первым произносит слово «разрядка». Он также выступает с инициативой нарастить выпуск потребительских товаров, чтобы дать, наконец, советскому человеку все, что нужно для человеческой жизни. Именно это становится его ошибкой. Никита Хрущев, контролирующий партийные структуры, выдвигает против Маленкова обвинение в крупном идеологическом просчете. Ведь с точки зрения принятой социалистической догмы экономику следует развивать за счет приоритетного развития тяжелой промышленности, а не производства потребительских каких-то там товаров.
появляются и другие обвинения. В 1955 году Маленкова освобождают от должности главы правительства. Ее занимает Николай Булганин, фигура совершенно проходная и даже не претендовавшая на самостоятельную роль. Кстати, с Маленковым после подобных обвинений не случилось ничего страшного. Он просто потерял влияние, но остался в правительстве, в партийном руководстве и в живых. Правила игры за власть постепенно становятся другими. «Баллада о солдате», «Июльский дождь», «Я шагаю по Москве» — эти фильмы станут частью узнаваемой культуры оттепели, с далеким от казенного лиричным оптимизмом. Художники, писатели, музыканты обращаются к прежде недоступным темам, уделяют внимание личным переживаниям человека, даже если фон максимально героический. Все это стало возможным далеко не сразу, но стало неизбежным следствием раскручивания гаек. Все происходит по той же схеме, что и в политике в высоких кабинетах. Деятели культуры, как и функционеры, понимают, новое время дает новые возможности, и пора менять сложившийся при Сталине порядок вещей и правила. Вот что, например, представляло из себя к 1953 году кинопроизводство. В конце 40-х идеологи и управленцы решили, что раз уж объемы бюджетов ограничены, да и технические возможности отстают от Голливуда, значит, надо направить все усилия на создание немногочисленных фильмов на серьезные темы, чем займутся проверенные режиссеры. Замысел был в том, чтобы с советских студий выходили одни лишь гарантированные шедевры. При этом с темами играть не полагалось, вольностей допускать тоже было нельзя. Режиссеров ориентировали на историко-биографические темы. Тогда шла борьба с космополитизмом, а значит, надо было средствами кинематографа раскручивать разных великих личностей, отечественных полководцев, ученых и писателей. Ну и допускалось что-то из современной жизни, разумеется, без намека на критику. В результате количество фильмов, выпускаемых, резко упало. Режиссеров, занятых на съемках, можно было пересчитать по пальцам. Среди них были Иван Пырьев, Михаил Ром, Сергей Герасимов. И они буквально выли от условий работы, ведь даже не имели права утверждать актеров на роль. Этим занималось Министерство кинематографии. Любой сценарий проходил согласование несколькими инстанциями, а годовой план работы над фильмами утверждался лично Сталиным. В итоге фильмов было так мало, что в кинотеатрах крутили одно и то же по кругу. А советская публика шедеврами считала далеко не все и платить не желала. Были периоды, когда выручку кинотеатрам делали трофейные фильмы, то есть американские, вывезенные из Германии. Трофейный – это, кстати, термин юридический. В СССР на отдельном титре всегда указывалось, что копия фильма вывезена из Германии, а значит, это трофей. По логике советских чиновников это означало, что никакими обязательствами по соблюдению копирайта Советский Союз не связан. В 1952 году министр кинематографии Большаков фактически признал, план по сборам выполнили за счет показа нескольких фильмов о Тарзане. Никакой рекламы не надо было давать, а сбор был колоссальный. И у кинофикаторов мерилом качества стал Тарзан. Это вредная тенденция, давайте картины типа Тарзана. Это неправильно. Мы в этом году выпустили Тарзана, а в следующем году Тарзана не будет. А план мы должны будем выполнить. При первых признаках перемен студии и режиссеры тут же дали о себе знать. «Нам бы хоть немного свободного пространства», — говорили они. «Предоставьте студии молодым». Дошло до того, что сами избранные мэтры без всякого страха конкуренции говорили о необходимости свежей крови в искусстве. Началась активная критика сюжетного плана фильмов. Критиковались бесконфликтные фильмы, то есть о борьбе хорошего с лучшим, безо всякой драмы. Также устойчивое понятие новояза тех лет – лакировка действительности, то есть изображение советской жизни в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза», что считалось теперь недопустимым. Критика эта возникла не просто из любви к искусству, а из понимания, что в фильме для сборов нужно хоть что-то цепляющее, а не развесистая клюква. Заговорили также о возвращении к комедиям. В начале 50-х их не ставили вовсе. В итоге начинают снимать фильмы о современниках, рядовых людях. То же происходит в области литературы и книгоиздательства. Что писатели, что писательские организации после смерти Сталина пытаются расширить пространство возможного. Михаила Зощенко, например, фактически отменили в 1946-м после разгромного постановления ЦК. Зощенко обвиняли в писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей. И в проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности.
чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. А уже в 1953-м его заново приняли в Союз писателей. Писателя посещает редактор журнала «Крокодил» и предлагает отдать для печати что-нибудь из написанного в стол за это время. Так критика лакировки действительности начинается и в литературе. В 1954-м в журнале «Знамя» печатается повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», которая дает название эпохи. Парадоксально, что сама повесть ничем не запомнится, лишь ее название. Борис Пастернак много лет не имел возможности публиковать собственные стихи и занимался исключительно переводами. Но тут вдруг с ним начали переговоры о публикациях. В конце 1953-го он, впрочем, писал в письме. Ничего для меня, конечно, существенным образом не изменилось. Кроме одного в нашей жизни самого важного. Прекратилось повседневное и повальное исчезновение имен и личностей. Смягчилась судьба выживших, многие возвращаются. Возвращались и старые имена. Уже в 1954-м ставится вопрос о переиздании некоторых произведений Есенина, вновь печатается Блок, издается Достоевский. Все они не то чтобы были под прямым запретом, но их не переиздавали и в продаже их не было. Отчасти планы по переизданию появляются из-за ахового положения с продажами издающихся книг. А затем приходит пора чего-то совсем уж недопустимого. Начинают издавать патентованных антисоветчиков, писателей-эмигрантов. В СССР издаются Леонид Андреев и Иван Бунин, а вдове Бунина даже назначается небольшая пенсия от советского правительства. Все это происходит еще до главного политического события оттепели – доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде партии в 1956 году, где Сталина обвиняют в организации массовых репрессий. Речь идет по большей части о репрессиях против коммунистических деятелей, но в любом случае это уже прямой вызов светлой памяти великого вождя, и событие это становится тектоническим. Подобный доклад необходим. Судьба репрессированных была в той или иной мере персональным вопросом для многих функционеров. Пострадавшие были чьими-то родственниками, знакомыми, коллегами. И отстраняясь от прежней эпохи, очень сложно было не заметить в комнате этого огромного кровавого слона. Хрущев, разумеется, воспользовался докладом, чтобы подвинуть старую сталинскую гвардию – Маленкова, Молотова, Кагановича. Однако они и стали этой самой гвардией именно потому, что не сделали первыми то, что давно необходимо было сделать. Начинается массовая реабилитация практически всех осужденных по политическим статьям. Прокуратура внезапно обнаружила грубые нарушения социалистической законности в прежних делах. Доклад Хрущева не был опубликован сразу. Это произойдет спустя десятилетия. Его текст разрешалось зачитывать лишь на собраниях партийных ячеек и в некоторых случаях на комсомольских собраниях, причем с запретом дискуссии. Однако хватило и этого. Сталин умер больше 72 лет назад. И мы, конечно, не знаем, как будет выглядеть уход нынешнего диктатора. Но скажем честно, у тех, кто окружает Путина, обстоятельства, в которых они функционируют, похожие. Такая же относительно стабильная, но все больше увязающая во внутренних и внешних проблемах система. Решение этих проблем, что называется, лежит на поверхности и очевидно для тех, кто ими занимается. Нужно сменить президента. Но говорить об очевидном люди из ближнего круга не могут. Для них это равносильно отказу от карьеры и денег, а возможно и жизни. После ухода автократа, каким бы этот уход ни был, они в борьбе за власть постараются в первую очередь избавиться от кровавого наследия предшественника и закрыть тот мегапроект, который нужен лишь для амбиций одного человека и висит бременем на стране. Это все не означает неминуемого крушения системы, но какой-то вариант оттепели ей будет необходим просто ради выживания в условиях, когда создатель системы будет так или иначе вынут из расклада. Вот такой сегодня рассказ. Перед тем, как закончим, я хочу напомнить. Мы выпустили еще одну серию нашего проекта «Квартира». Посмотрите, мне кажется, там интересно получается. До завтра.